Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти, и я вас приглашаю в свое новое видео о пустых баночках за месяц ноябрь. Раньше я не очень любила этот осенний месяц, а сейчас, благодаря тому, что я стала увлекаться ароматами, парфюмами, меня как-то этот месяц стал будоражить. Раньше я, например, парфюмерию не делила на, например, осеннюю, зимнюю, весеннюю, летнюю, не занималась этим. Но это так увлекательно, это так занимательно, есть в этом что-то. Так вот, ароматом ноября у меня является аналог черной орхидеи, но от такого бренда аналоговой парфюмерии, как Sensitive Parfum. У нас в Минске очень часто можно встретить островки с этими ароматами. И я не просто так начинаю это видео с ароматов. Дело в том, что я считаю, чтобы быть парф-маньяком, даже парф-блогером, ну не обязательно иметь много денег и много демонстрировать вот этих прекрасных, сверхдорогих бутылочек. Да, они прекрасны, но иногда можно баловаться и более дешевыми вариантами, и даже очень дешевыми вариантами проверенной аналоговой парфюмерии. Это такая вот небольшая вступительная часть. В этом видео не будет еще законченного аромата от аналогового бренда, будут ароматы от брендов настоящих. Поэтому вот у меня здесь находится моя кружечка, в которую я обычно складываю свои пустые баночки. В кружечке это получаются уходовые средства для лица, для тела. А вот на блюдечке, как десерт, это у меня декоративка. И начинаю обычно свое видео с закончившихся баночек декоративной косметики, потому что я обожаю, когда у других, а также особенно, когда у меня заканчивается декоративка. Конечно, это тоже своего рода двигатель новых покупок. Заканчивается старое, покупаешь новое. Но не всегда. Например, сейчас я настолько увлечена своим проектом использовать и выбросить 22 за 2022 год, что я даже стала проходить мимо магазинов декоративной косметики. Я считаю, у меня и так косметики очень мало. И вообще вы заметили, что сейчас стало как-то, ну вот на мой взгляд, меньше обзоров вот новых декоративных элементов. Стало очень много видео с парфюмерией. Может быть, это то, что сейчас такие тяжелые времена. Вот, например, я сейчас не могу выезжать куда-то. Я боюсь, например, ездить за границу. Ну, вдруг что-то не так пойдет. У меня какие-то с возрастом появились даже панические атаки, когда я летаю в самолете. И я даже вот, когда у нас срывается поездка, например, там, ну вот, не то, что срывается, например, даже вот простая причина, так и скажу, ну вот нет денег, 2 детей, нужно и туда, и сюда, и кружки, и школа, и гимназия, и садик. Не всегда хватает вот так спонтанно поехать на отдых. Его все-таки надо планировать. И вот мы, например, запланируем куда-то поездку, ну, еще билеты не куплены, ну и потом, ну, думаем, ладно, не поедем, ничего страшного, побудем в Минске, поездим по Беларуси, тоже очень интересно, можно в крайнем случае и в Москву, в Питер съездить, другие русские города, они очень прекрасны. Я, например, очень хочу съездить в Сольвычегорск. Очень интересный город Российской Федерации. Вот меня он привлекает, но на это тоже нужно распланировать время. Но вот самолетов я с возрастом стала бояться. Раньше не боялась, сейчас боюсь, замечаю за собой это. Особенно, когда самолет взлетает и когда садится. Ладно, у меня очень большая вводная часть. Давайте перейдем к декоративке. И первое, что у меня закончилось совершенно случайно, это вот такой вот спрей-фиксатор сияющий для лица и тела Paradisa Reluí.
Бренд очень люблю, этот белорусский Релуи, это один из моих самых любимых белорусских брендов, я каждый раз это повторяю, вот люблю я этот бренд, мне он очень нравится, этот спрей, он хоть и сияющий заявлен, я бы не сказала, что он давал какое-то сияние на моем лице. Так быстро я его закончила, ну как так быстро, вообще-то я в течение его года заканчивала, ну это для меня быстро. Я его начала использовать в качестве базы. Дело в том, что у меня в проекте «Использовать и выбросить» было заявлено 2 базы, но они я считаю, для жирной кожи. А у меня кожа нормальная, склонная к сухости в осенне-зимний период. Поэтому пользовалась вот как базой под макияж, то есть наносила утром крем на лицо, потом под глаза и потом вот распыляла вот в качестве базы под макияж вот этот сияющий спрей. Мне очень нравится он. Здесь в составе даже заявлено касторовое масло. У меня аллергии оно не вызывает, очень мне нравится этот спрей. У них еще есть с зеленым чаем, но я люблю разнообразие, поэтому буду присматриваться к другим спреям. Кстати, посоветуйте такие, чтобы они были увлажняющие. Следующее, что у меня закончилось, а вернее не закончилось, я стала заботиться о своей коже сверх, я считаю, просто решила выбросить 3 тональных средства от Belita Vitex, чтобы моя кружечка на меня не упала. Вот такие вот. Они, кстати, очень такие чудаковатые, интересные. У меня даже есть видео, полностью посвященное им, поэтому не буду сильно на них заострять внимание. Вкратце расскажу, просто их выбрасываю, потому что на упаковке написано, что 6 месяцев после вскрытия упаковки. Я их покупала весной, а уже конец ноября, поэтому с уверенностью выбрасываю. Я как-то стала беспокоиться за кожу свою. Вот, ну, зачем? Чтобы потом платить дерматологу в 3 раза больше, а то еще там в 10 раз больше, чем стоят эти кремы. Первое, это я выбрасываю вот такой вот CC крем от Belita, причем это серия Lab Color. Очень мне нравился этот CC крем, он необычной такой консистенции, он беленький. И потом, когда его наносишь, он подстраивается под тон кожи. Здесь на упаковке, кстати, упаковочка очень интересная, такая розовенькая. Проверю свой звук, все ли пишет. Она розовая, в сочетании с зелененьким, такая девочковая. Мне нравится, что здесь 20 мл всего. Я не люблю, когда много тонального средства. И здесь заявлено, что это крем тонирующий Цика с центеллой азиатской. Ну, все, что носит в названии или в названии есть слово цика, это значит центелла азиатская. Крем сочетает в себе свойства дневного крема и крема с легким тонирующим покрытием. Вот к этому я отношусь настороженно. Дело в том, что все-таки это тональное средство, и прежде чем его наносить, лучше нанести прежде дневной крем, а не вот чисто вот только его наносить. Это, кстати, советуют даже визажисты, причем практически все, которых я смотрю. И результат — ухоженная кожа. Мне нравился этот кремушек. Ну, жаль, что, конечно, я его до конца не закончила, не успеваю, но он очень интересный и достойный экземпляр на белорусском рынке. Обратите на него внимание. Он сильно вам не перекроет. Я такая девочка, которая не любит сильное перекрытие. Я люблю среднее или такое натуральное перекрытие. Я не стремлюсь тут замазать все. Следующее, такой чудаковатый крем для лица. Но здесь сразу с матирующим тональным эффектом, тон натуральный. Здесь тоже только один тон, и здесь один оттеночек. Значит, красивая здесь упаковка в горошек, такой нежно-розовый цвет упаковки. Я про него тоже рассказывала, какие здесь обещания. То, что этот крем, а именно комплекс активных компонентов, который содержится в этом креме, гидролат розы, Акваксил и Эли Буст, они обеспечивают тонирующий эффект, устраняют признаки усталости, тусклый цвет лица, обеспечивают ровное невесомое покрытие, разглаживает морщинки, наполняет кожу энергией. Неплохой крем, но опять же он вам сильно перекрытие не сделает, один только оттеночек. Ну, мне кажется, он подойдет к среднестатистической девушке, ну вот белорусочке наших вот поясов. То есть у нас не сильно девушки загорают, у нас, например, в Минске мало солнышка.
поэтому он как никогда мне подходил, но я его не успела допользовать, он мне нравился, но опять же, вот я обращаю внимание, здесь написано матирующий тональный эффект. Мне осенью и зимой такой эффект не надо, раз срок годности закончился, значит, с уверенностью выбрасываю этот ЕЕ крем. Опять же напоминаю, что это тональное средство, и предыдущее CC, и вот этот ЕЕ. И переходим к следующему тональному средству, которое я выбрасываю, вот такой вот упаковочке цвета Тиффани, коробочек Тиффани, сердечки иногда у них в их украшениях обратная сторона или лицевая сторона окрашены в этот цвет, красивый цвет, сочетание розового, бирюзового. Это волшебный крем. Я же говорю, что я выбрасываю, к сожалению, чудаковатые такие кремушки. Причем, когда те были от Белита, то этот уже от Vitex. И здесь заявлено, что это волшебный крем для лица с перламутровым тонирующим эффектом 5 в 1. Что же здесь 5 в 1? Они обещают, что дарит совершенное сияние, создает безупречный тон и поддерживает идеальное увлажнение, эффективно маскирует несовершенство, обеспечивает ультрафиолетовую защиту. Неплохой крем, мне нравилось, как он ложится на кожу. Действительно, он слегка перекрывал недостатки и неплохо ложился. Здесь SPF 8, слабенький, но для осени, зимы в Республике Беларусь то, что надо, и не нужно уже такого SPF 50. Я не знаю, почему так гоняются за 50. Это если уже сильно шпарит солнце, ну тогда надо. Здесь также мне нравится, что здесь содержится, насколько я помню, кумкват. Я насколько знаю, что кумкват это скрещенный мандарин с помидором, и у нас на Комаровке, у нас есть такой рынок очень хороший в Минске, он давно существует. Помню, сколько помню себя, Комаровку, там очень хорошие белорусские продукты, и там продаются вот эти вот кумкват в ларьках, восточных ларьках, где можно купить разные там халву, орешки. Ну вот кумквата тоже, помню, покупала, и мне нравится его кушать. Именно такой вяленый кумкват, как сухофрукт, он просто вкусненький. Он действительно, он имеет вкус такой терпко-сладкий мандарина, а строение внутри как у помидорчика. И вот мне нравится, что в этом волшебном креме содержится этот кумкват. У меня как-то этот крем ассоциируется с этим волшебным, даже не знаю назвать это, фруктом, сухофруктом. Ну вот закончился, то есть не закончился, а выбрасываю незакончившийся волшебный крем. Но что касается жидких кремовых текстур, их надо выбрасывать, иначе можно навредить своей коже, напоминаю. Также я выбрасываю вот такой вот блеск, он реально закончился, волшебная упаковка. Насколько я люблю минералы, кристаллы, украшения, я помешана на украшениях. И вот эта упаковка, я считаю, самая красивая из всех. Даже мне эта упаковка больше нравится, чем Герлен, вот эти вот футляры. Обожала я этот блеск, вот эта упаковка, трогать его, как символ моего канала. Здесь и камушек, наверное, выгравирован. Нет, он не выгравирован, нанесен как-то лазером, может, не знаю. Ну, не стерлось ничего здесь. Очень качественная упаковка, закончила до конца этот блеск. Это была такая коллекция Mineral and Ice у NYX. И это не только блеск, это еще блеск-топпер, то есть поверх помады можно наносить. Оттенок Z-Fire DDG02. Не знаю, есть ли до сих пор в продаже вот такой вот блеск, но мне он безумно нравится. Упаковка просто волшебная, и блеск был неплохой. Он подходил на все случаи жизни. Вот, кстати, у меня закончились все блески. Хочу купить какой-нибудь блеск. У Рилуи появился плампер, но его как-то не жалуют некоторые визажисты. Наверное, надо попробовать плампер. Вот подскажите, какой плампер для губ мне купить? Следующее, что у меня закончился, один оттеночек вот в такой палетке от Vitex, да. Такая вот палеточка, называется «Компактные тени для век», Velvet Eyes, оттенок, то есть тон этой палетки 02 Royal Violet, то есть королевский Violet. И здесь закончился оттенок, он, знаете, выглядел вот закончившийся, ой, куда я пальцем, уже палец вымазала, вот здесь вот закончившийся рефил, здесь был оттенок такой перламутрово-розовый шиммер, скажем так.
И мне нравилось его наносить в уголок глазика, под бровь, да, и до сих пор наношу под бровь. Я люблю не матовый светлый оттенок наносить под бровь, а вот такой вот шиммерный. Также вот сюда на галочку я наносила, использовала даже и как хайлайтер, и закончился у меня этот оттенок. Если вы смотрите мой проект «Использовать и выбросить», вы знаете, что я, наверное, то есть не наверное, а точно закончила все оттенки шиммерные в своей коллекции, так как я не покупаю хайлайтер. И заканчиваются у меня вот эти шиммерные оттенки золотистых, розовых оттенков. Кстати, неплохой был шиммер в качестве хайлайтера, в качестве под бровь. Такой неплохой оттенок на каждый день из этой палеточки. И теперь плавненько вот переходим от декоративки к ароматам. Ой, как же я люблю эту тему. И начну я вот с такого вот, это считается, я тут выписала себе пирамиду, мужской аромат, насколько я помню, но я любила им сама пользоваться. Мне дали его в подарок за покупку в нашем магазине Крафт. Это бренд Lalique и их такая новая чернильница, можно сказать, Encre Noir La Extreme. Извините, если я что-то не так произношу, читаю по-простому, я не выпендриваюсь, я не профессиональный парфблогер. Но вот эти профессиональные парфблогеры, они такие заносчивые, знаете, ну иногда интересно их, конечно, слушать, но они заносчивые. Что касается этого аромата, у него интересная упаковка, то есть здесь сочетание чернильницы, половинка, если покупать полный формат, а половинка, получается, как бы какие-то новшества ввели, сейчас скажу какие. Значит, вот этот вот Encre Noir и добавочка La Extreme, не просто Encre Noir чернильница, а именно La Extreme. Тут уже ничего не осталось. Ой, ну аромат очень... Вообще, если послушать действительно парфблогеров, то это аромат, насколько я знаю, Lalique, это считается бюджетная ниша. Это Eau de Parfum, то есть парфюмерная вода, группа древесные фужерные. Выпущен в 2015 году. Верхние ноты – это кипарис, элеми, бергамот. Средние ноты – ветивер. Причем я первый раз встречаю два вида ветивера – Деява и Гаити. И здесь этот момент отмечен. Да, именно здесь. На фраге я не нашла, здесь нашла. Деява и Гаити. То есть есть два вида ветивера. Ладан здесь есть в средних нотах, корень ириса. И базовые ноты – бензоин, сандал, пачули. Очень такая стильная, добротная пирамида. И действительно, если вот этот аромат разнюхивать, то если сравнивать с оригинальной чернильницей, то здесь это фланкер, здесь нишевое звучание, такой, знаете, ветивер, я чувствую вот этот два вида, наверное, я их не различаю, просто стильно звучит. Дым, какой-то влажный лес. И вот этот аромат, если тестировать чернильницу, то он более такой тепленький за счет элеми и бензоина. Ну, я так думаю. Они как-то делают ароматы более теплыми. Также заметны здесь такие нотки, таких вот жирных орехов. Вот я ощущаю жирных орехов. Это какие? Это макадамия и бразильский орех. Ой, я так люблю вот бразильский орех. Вот покупаешь его и его раскусываешь, и там такое маслице выделяется. И я всегда теперь, когда кушаю бразильский орех или наношу на себя этот аромат, я вспоминаю об этом масле. Оно действительно, вот бразильский орех, он такой масляный, и макадамия орешки, они прекрасны. Также здесь я бы сказала, вот напомнить, что Extreme, вот черная чернильница, просто Encre Noir, то есть Encre Noir Collection у Lalique, такая коллекция Encre Noir, и туда включается просто Encre Noir чернильница, потом Encre Noir La Extreme, вот это то, что я вам рассказываю, фланкер, они добавили к чернильнице чего-то новенького. Есть Encre Noir Pur Elle и Encre Noir Sport. Так вот, вот этот фланкер, он теплее, более носибельный, древесный, комфортный. Вот я бы его охарактеризовала кратко: деревяшки, дым, ладан. Судя по флакону, действительно, вот как я сказала, 50% чернильницы, 50% чего-то новенького. Надо отметить, что
По сравнению с чернильницей здесь более громкий ветивер, то что здесь два вида, и здесь появился еще вот этот вот ладан с дымком. Мне вот фланкер очень нравится, я с удовольствием носила этот аромат, хоть я и не мужчина. А теперь поговорим о женском аромате. Это уже бренд Elie Saab, у меня такой пробничек, только куда он делся? Попытаюсь побыстрее, а то получается я обозреваю каждый аромат. Вот следующий аромат, который закончился, а именно пробничек, и здесь волшебная такая розовая жидкость, очень красивый флакон у этого аромата, это Elie Saab бренд, и такой фланкер Girl of Now, такие у них девочки есть, много таких флакончиков, но это именно Girl of Now добавка Lovely. Очень красивый флакон, я считаю, что это один из самых красивых фланкеров. Спасибо консультанту, что дали мне в подарок вот этот вот пробничек, я с ним познакомилась очень подробно. Естественно, это аромат для женщин, странно было бы, если бы в такой упаковке был аромат для мужчин. Группа «Цветочный Восточный» выпущен в 2022 году, новиночка, пирамида богатая, верхние ноты мята, груша, мандарин, гальбанум, розмарин и цветок черной смородины. Заметьте, если вот в аромате есть груша и черная смородина, здесь именно цветок черной смородины, это аромат сразу удача. Я вот считаю, вот такой аромат можно дарить любому. Вот под настроение иногда хочется такой какой-то красоты, девочковости, какой-то легкости, особенно в ноябре, в декабре. Значит, средние ноты — это миндаль, цветок апельсина, франгипани, розы и анис. Базовые ноты — это бобы тонка, пачули и даже амброксан. Чудесный такой фланкер. Может, здесь еще остаточек? Нет, уже ничего нет, все сбрызгала. Свежий такой, бархатный, цветочно-гурманский, но вы понимаете сами, что наш гормональный уровень у девушек меняется, и в особые периоды жизни мне он казался сверх таким сладким. Меня немножко эта сладость раздражала, поэтому я не скажу, что это мой аромат. Он такой для очень молоденьких девочек, я считаю. Ну, в принципе, я тоже нормально его переношу. Иногда хочется, вот как я сказала, такой красоты. Чувствую цветы, они такие махровые, действительно медовые, сверхмедовые, красиво раскрывается в особые периоды. Если сравнивать вот этот фланкер с Girl of Now, то этот более жизнерадостный. Это какая-то такая восточная сказка с миндально-фисташковым мороженым. Я бы так охарактеризовала этот аромат. Сладенький аромат, красивый. Вот если хотите вот такой вот красоты, здесь, мне кажется, его приятно будет держать и в ручке, и наносить на себя, и вообще, если бы даже подарить его кому-то, это шикарный подарок, на мой взгляд, достойный, поэтому познакомилась с удовольствием, его разносила. Но для тех, кто не любит сладкие ароматы, это не ваш аромат. Теперь переходим к уходу, к этой моей кружечке, и начнем со средств для лица. Кстати, хотела задать вопрос. Вам как нравится, чтобы я рандомно доставала баночки или чтобы я вот так вот, как я обычно, для лица, для тела, для волос? Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. И начну я с крема под глаза. У меня вот закончился вот такой вот крем от L'Oréal. Я даже сохранила баночку специально, чтобы вам подробно рассказать, потому что L'Oréal, они на своих вот этих вот баночках, флакончиках не расписывают все активные ингредиенты. Это у меня закончился крем, сразу скажу, он мне очень понравился. Называется «Возраст эксперт вокруг глаз 45+», серия про ретинол и кофеин. Такая есть серия, мне хоть и 37, но я для того, чтобы как-то более интенсивно бороться, все-таки решила попробовать, что же предлагают L'Oréal 45+, тем более у нас в магазине почему-то продуктовом Dionys достаточно дешево стоил этот крем. Почему не побаловать свою кожу L'Oréal? Я очень люблю этот бренд. Здесь написано, что лифтинг, уход против морщин, сокращает морщины, борется с признаками усталости, лифтинг-эффект. Ну, естественно, морщины он не сократил, этот крем, но мне понравилось, что он такой достаточно питательный
и питал мою кожу моих глаз. Немножечко он, конечно, нивелирует эти морщинки. Неплохой крем, и моя кожа под глазами не становилась хуже с применением этого крема. Я видела, что он действует. И что же делает проретинол? Он стимулирует регенерацию клеток кожи эпидермиса, кофеин усиливает микроциркуляцию, естественный дренаж кожи. Даже подумываю о том, чтобы купить, может быть, и других представителей из этой серии ретинол и кофеин, потому что крем под глаза очень даже неплохой. Мне нравилось, как выглядит моя кожа под глазами в течение конца лета и осени. Вот я его использовала. Следующее, что закончилось, это вот такой вот кремушек, тоже сохранила упаковку. От Avène, французский бренд, Цикл Fade называется. Если подробно говорить, то это восстанавливающий защитный крем для лица и тела. У моего сына дерматит, и он ручки мажет этим кремом после каждого мытья рук, он должен смазывать. Ну, в принципе, этот крем, как тут написано, для лица и тела, то есть не только на руки, можно и на лицо. И мне понравилось, естественно, он, конечно, дерматит не уберет за несколько дней, это не такой сильнодействующий крем. Нас предупредила дерматолог, что вы должны сфотографировать это место с дерматитом и месяц им пользоваться, и только тогда вы увидите результат. И реально мне понравился результат. У моего сына дерматит не разыгрывается, даже вот в этот сезон осенний дерматит не усилился, и он, наоборот, приучил себя вот мазать этим кремом вот эти места на руке, где кожа такая подвержена дерматиту. Это выписывал нам врач, поэтому прежде чем его покупать, лучше обратиться к врачу. Но вообще вот именно вот эта вот серия Цикл Fade мне даже советовала La Roche-Posay, мне советовала моя косметолог. Я раз в год хожу на чистку лица, и она мне La Roche-Posay, La Roche, забыла уже, как правильно произносится. Но вот Avène мне вот этот именно крем советую. Очень хороший такой восстанавливающий крем, но надо на постоянной основе им пользоваться. Следующее закончилось, это вот такой тоник для лица, шеи, декольте от бренда Belita. Вот такая вот у них есть серия Hemp Green. У них очень много серий, если вы зайдете на сайт, и это одна из серий, которая отличается тем, что не тестируется на животных, она еще 99% натуральная. И фишка, то, что здесь используются во всех средствах из этой серии протеины конопли. И тоник реально неплохой. Мне он понравился. Он действительно давал такое, вот как здесь написано, натуральное увлажнение. Он натурально увлажнял мою кожу. Каждый день я им пользовалась. Конечно, здесь много заявлений написано, и то, что доказано даже компанией американской ТРИК. Тоник неплохой, мне нравится, что здесь маленькая упаковочка, но здесь 95 мл. Мне хватало его намного, и эта серия мне нравится. У них единственный крем под глаза, он такой базовый. Я бы не сказала, что он так активно действует или какой-то результат дает. А вот тоник и крем для тела, а также шампунь я вам покажу, мне нравится из этой серии. Все, для лица закончили средства, переходим к волосам. Вот как раз к этой серии вот закончился у меня такой софт шампунь для волос, бессульфатный. Он хоть и бессульфатный, но он действительно, как здесь написано, дает натуральное ламинирование. Очень нравится мне этот шампунь и бальзам, и упаковки, и вообще все мне нравится. Опять же, это бренд Belita, серия Hemp Green, 99,5% натуральности. Кстати, вот на этой бутылочке написано 99% натуральности, а здесь 99,5%. Удивительно, тоже вот не тестируется на животных, такая упаковка, наклейки такие крафтовые, зеленая упаковка стильная. Я, может быть, сделаю обзор на всю эту серию, когда все средства попробую, потому что мне понравился и шампунь, и тоник, и крем для тела, повторюсь. Также закончился вот такой шампунь, это у меня муж пользовался, от Garnier Fructis, сос восстановления, укрепляющий шампунь с необычным маслом амлы и кератином. Для поврежденных волос тоже много обещаний написано, неплохой шампунь, понравился. Амла это здесь необычная, заявлено, даже какая-то сносочка есть.
Здесь именно помечено, что экстракт амлы добавлен. Я вообще шампуни Fructis люблю, они нормально промывают кожу головы, волосы. Отличный базовый шампунь, почему нет, иногда не побаловаться, и запахи у них хорошие. И закончился вот такой вот шампунь и пенка для мытья и купания от бренда Vitex. Это у них, насколько я знаю, новинка детская, серия Baby Boom. Он без запаха, вот этот вот шампунь, и детям то, что надо. Здесь возраст для детей с рождения 0+. У кого маленькие детки, например, на моих маленьких детках нормально срабатывали вот эти и шампуни, и пенки, не вызывали аллергии, все подходило. Я говорю про Белита, а это вот Vitex выпустили 0+, тоже неплохое, у меня моются, я покупаю на всякий случай вот 0+, чтобы гипоаллергенный, так как у сына, как вы знаете, дерматит, у старшего, но только на руках. Теперь переходим к телу. Также, так как у моего сына дерматит, закончилось вот такое вот очищающее масло для младенцев, детей и взрослых от бренда Avène. Ну, приходится мне покупать, потому что сын должен и руки мыть именно вот такими вот средствами. Написано, что это очищающее липидовосполняющее масло, разработано специально для деликатного очищения очень сухой чувствительной кожи. То есть можно использовать и в душе, и для использования в ванной. У него такой специфический аромат, качественные упаковки, красивые такие во французском стиле. Отличная косметика, если вам выписал доктор, если доктор прописал. Следующее для тела у меня закончился вот такой скраб для тела, двойная эксфолиация от Vitex. Вообще это у них супер серия, секреты Азии. Я люблю каждое средство в этой серии, всегда довольна ими. Здесь такие активные ингредиенты, как масло цубаки, протеины шелка и АХ-кислоты, даже так. И мне понравилось, он действительно не такой нежный, как другие скрабы могут попасться, а он действительно, вот как здесь написано, что здесь, вот хочу отметить, если выбирать скраб для тела, то я выбираю такой. Скраб для тела создан в лучших традициях корейского косметического ухода, обеспечивает глубокое очищение кожи за счет двойной эксфолиации. Комбинация двух отшелушивающих техник. То есть первое, это механическое воздействие с помощью особо скрабирующих микрогранул, улучшает текстуру кожи. И второе, как я отметила, что здесь содержится АХ-кислота, то здесь химическое воздействие. АХ-кислот стимулирует процессы обновления кожи. То есть и механическое, и химическое воздействие, и масло цубаки здесь содержится. Кстати, здесь написано, что же такое масло цубаки. А то многие, может быть, не знают, даже я уже вот себе хочу напомнить, то, что это древний азиатский секрет молодости. Богато витаминами А, В и Е, ненасыщенными жирами, коллагеном и антиоксидантами. Активно питает и увлажняет кожу, повышая ее тонус. Также здесь есть такие экзотические протеины шелка, разглаживают и смягчают, улучшают эластичность кожи, возвращают ей шелковистость, мягкость. Очень довольна этим скрабом. Также у меня была пенка для снятия макияжа от этих секретов Азии из этой серии Vitex. Нравится мне она, создана, кстати, научным центром Belita Vitex. Напомню, что у нас много фирменных магазинов Belita Vitex, без труда мы находим эти средства. Они и бюджетные, и действующие, то, что надо среднестатистической белорусочке. Следующее. Как же без мыла для рук? Может быть, это кого-то не интересует, но очень хочу отметить вот это детское жидкое мыло, новинка именно у Белита для мальчиков 7-10 лет. Какой же здесь аромат колы? Реально вот этот аромат напитка колы. У меня дети с таким удовольствием мыли руки именно этим мылом. И даже сын, у которого дерматит, он иногда грешил и пользовался не этим, а вот этим ароматом колы. Потрясающая у них вот эта серия для детей. Кстати, здесь даже написано, что яркий аромат любимого напитка в составе содержится полезный питательный экстракт яблока. Также у меня есть такое базовое, то есть закончилось мыло для рук, жидкое мыло Elegant земляника. Очень часто у нас в магазинах можно купить это мыло для рук. Это тоже вот есть у нас Belita Vitex,
И есть еще такой бренд, как Модум Наша Косметика. О нем очень мало говорят, но это неплохая такая парфюмерно-косметическая фабрика, и она находится рядом с моим домом. Вот это Модум. Я всегда, когда прохожу мимо нее, вспоминаю вот про эти у них и жидкое мыло, у них много там всего. Даже вот в последнее время я по ошибке думала, что купила немецкую пасту, а потом читаю, там все на немецком написано, а это оказывается Модум. То есть они так вот работают над своей продукцией. Также нужно отметить, раз мы говорим о теле, еще руки закончим. Также закончилось у меня твердое мыло. Я поклонница твердого мыла и мою свои кисточки для макияжа, руки иногда твердым мылом. И вот закончилось у меня Гринель банное туалетное мыло с экстрактом березовых почек и листьев. Это у нас легендарный гомельский жировой комбинат. Во всех почти магазинах Минска, например, представлено очень много бюджетного мыла от гомельского жирового комбината. Неплохое мыло, классная упаковочка, бюджетно, ароматно, то, что надо. Поэтому на каждый день требований у меня таких нет. Я, конечно, люблю и итальянские, и французские мыльца. Можно иногда в качестве подарка купить. А вообще-то я люблю от фабрики Свобода потрясающие мыльца в таких красивых упаковках. Так как мы говорим о теле, нужно же еще поговорить об интимном уходе. Вот закончился у меня такой детский гель для интимной гигиены для девочек возраст 3+. Ну, купила такое ультранежное очищение. Кстати, неплохая упаковка, такая милая. У кого девочки, вот можете покупать. Здесь и натуральная молочная кислота, и экстракт ромашки, и масло персика, и поддержание, естественно, pH-баланса. Ну вот Vitex, у них хорошая вот эта серия для интимного ухода. Если покупаю что-то, то покупаю от нашего белорусского бренда. И еще, так как я говорю о теле, о ручках, я обычно вот мою посуду, у меня дома нет посудомойки, у меня на даче есть посудомойка. И когда-то по ошибке 16 лет назад была молодая, отказалась от посудомойки. Вот зачем? Не отказывайте, девочки, если вам предлагают купить посудомойку, не отказывайтесь. Поэтому до сих пор 16 лет мою посуду ручками. И особенно мне нравится мыть посуду, насколько я не приветствую корейскую косметику в своем ежедневном уходе, все-таки это для их пояса лучше. Пусть кореянки используют корейскую косметику. Но вот именно вот эти средства для мытья посуды, именно вот этот бренд Lion, Line, это просто нечто. Здесь с углем средства для мытья посуды. И я специально принесла, у меня уже заканчивается, с кухни вот такое средство тоже от этого бренда. Вот здесь написано Lion с гранатом. Очень хорошо отмывает и жир, и масло, и руки при этом не портятся, если мыть посуду без перчаток. Вот кажется, что чему уже можно удивляться. Я привыкла уже Фейри там покупаю, еще что-то, даже подешевле. И от Белита Vitex, то есть Vitex есть, кстати, вот эти средства для мытья посуды. Но вот именно хочу вот эти корейские, я их покупаю обычно в Миле. И недавно увидела еще в ГУМе. Вот эти вот средства очень мне нравятся. Реально и посуду хорошо отмывают, и руки при этом не портятся. То есть я в осенний период не страдала избыточной сухостью рук, обычно я этим страдаю. И также нужно отметить еще зубки. Вот в Крафте покупала такую итальянскую пасту, паста Дель Капитано. Мужу дарила, она у них бюджетная. Кстати, вот эти корейские средства, они тоже достаточно бюджетные, хоть это и Корея, можно уже себе позволить. И причем они расходуются очень медленно. Меня это удивило, вот кажется, это вот прям для меня открытие сезона. Вот полгода пользуюсь вот этими средствами, то есть, я покупаю, обновляю, естественно, так долго они не расходуются, но они прекрасные. А вот эта вот паста итальянская тоже неплохая, она, насколько я знаю, с имбирем, я о ней рассказывала, видео, где покупала мужу подарок. Здесь написано все на итальянском, она была совсем недорогая в Крафте, но она действительно освежает дыхание и неплохо действовала на мои зубки. А еще я, наверное, я уже давно говорила, что я
Гурман. И вот случайно у нас есть такая сеть магазинов Мила, тоже рядом с домом находится, даже чаще, чем Белита Витекс. И в Милу мы ходим очень часто, белорусочки. Так вот, обратила внимание, что есть там такой зубной порошок в готовом виде для чувствительных зубов, вот в такой вот упаковке. Ой, я так балдею от этого зубного порошка, мне так нравится вот это ощущение во рту, мне нравится чистить зубы, я даже с удовольствием иду и чищу зубы долго именно этим зубным порошком. Очень мне нравится, и действительно, когда наешься винограда, у меня очень чувствительные зубы, они болят. Если я чищу вот этой пастой, то они мне так сильно не болят, когда я по ним еложу зубной щеткой. Очень неплохой зубной порошок. Способ применения: небольшое количество зубного порошка в готовом виде нанести на зубную щетку круговыми движениями. Чистить зубы в течение 2-3 минут, прополоскать рот водой. Тихенько вам признаюсь, я чищу от силы 1 минуту. И сыну младшему считаю 50 секунд. Но я за то, чтобы чистить все-таки, как здесь написано, 2-3 минуты, но я минуту чищу. Это хоть и заявлено, что это зубной порошок, но это зубной порошок в готовом виде. Он выглядит как паста, просто белая паста, но мне очень нравится. Тут такой какой-то такой специфический аромат, специфическое ощущение во рту, причем не содержит СЛС, лес, парабены, 100% натуральный этот порошок. Но вот эта новиночка меня очень заинтересовала. Вот и все мои пустые баночки. Теперь я их, как всегда, по традиции соберу и обсыплюсь. Вот она моя кружечка, и вот она кружечка на мне. Пока пустые баночки. Ура! Обожаю этот момент. На этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь, как бы мне этого не хотелось сделать. В этом видео было очень много и декоративки, и уходовых средств, которые у меня закончились. Но семья большая, 3 мужика да я, поэтому чуть больше, чем обычно, пустых баночек. Просто захотелось поделиться с вами, что мне нравится, что меня привлекает. И как видите, что можно за небольшую сумму получать удовольствие и от декоративки, и от уходовых средств. И они неплохо работают на коже. Но иногда, конечно, приходится обращаться и к французским маркам. Напишите, как много вы расходуете пустых баночек, как вам вообще месяц ноябрь, как он у вас прошел. Вообще месяц ноябрь – это месяц дня моего рождения. Я должна была родиться на Новый год, но родилась на месяц раньше, 29 ноября. И так как вот ароматы в последнее время мне дают вот это вот вдохновение, то мне благодаря аромату черной орхидеи нравится ноябрь. Я даже полюбила осень за то, что она просто есть, что есть эти падающие листья, что есть эта слякоть. И еще самое главное, я люблю вас. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы смотрите, досматриваете до конца. Также мне будет безумно приятно, если вы поставите пальчик вверх, подпишитесь, поставьте колокольчик. Вы, наверное, многие скажете: вот размечталась. Но вот мечтаю, направляю эти позитивные мысли вам. Мне будет безумно приятно, если вы это сделаете. Пока-пока, увидимся в следующих видео.